Всем привет! Многие люди знают, что печень может быть перегружена жиром, так называемая жировая болезнь печени или жировой гепатоз. Это состояние, которое на сегодняшний день затрагивает 30% населения планеты, и вместе со скоплением жира печень также может забиваться и становиться токсичной по многим другим причинам. Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, как работает наша печень, потому что когда вы поймете это, вы сможете узнать, как поддерживать ее и почему 10 лучших продуктов в этом видео действительно могут помочь обратить вспять токсичность и ожирение печени. Сама идея о возможности детоксикации печени немного спорна. Некоторые люди полагают, что вы не можете провести детоксикацию печени, потому что работа печени как раз и заключается в детоксикации. Я не могу сказать наверняка, откуда взялось такое мнение, но, по всей видимости, есть группа людей в области медицины, которые не верят, что печень можно очистить от токсинов. Они считают, что если эта функция возложена на печень, то она не может дать сбой, и что она не может быть перегружена по каким-либо причинам. Мне кажется, что тогда с той же уверенностью можно сказать, что запора не существует. У вас не может быть запора, потому что функция кишечника состоит в том, чтобы перемещать продукты внутри, и, следовательно, если это его работа, то он просто не может прекратить делать это. Иронично. Думаю, что не стоит забывать, что тело – это живая ткань, и не стоит думать о нем как о разных отдельных системах и отдельных частях. Что-то вроде организационной схемы. Если вы назначаете функцию определенному органу, то он обязательно должен ее выполнять. Всегда стоит помнить о том, что живая ткань нуждается в ресурсах, и если вы не предоставляете их, то никакая работа выполняться не будет. В этом видео мы как раз поговорим про эти ресурсы, о работе нашей печени и о многих других интересных вещах. Первое, что нужно понимать, это то, что тело не находится в одном и том же состоянии. Некоторые клетки в вашем теле постоянно меняются. Например, клетки слизистой оболочки кишечника заменяются и перестраиваются каждые 5-7 дней. А печень чаще всего восстанавливается каждые 6 недель. Почему же так долго? Потому что печень в каком-то смысле находится на линии огня. Она получает сильный урон и жертвует тканью, чтобы продолжать выполнять свои функции. И, кстати, о функциях. Печень выполняет невероятное количество функций. Одна из них – обмен веществ. Это не только обмен веществ в самой печени, она во многих отношениях управляет обменом веществ во всем вашем теле. Она также тесно связана с пищеварением. Большая часть того, что вы потребляете, сначала проходит через печень, поэтому печень переупаковывает практически все, что вы едите. А еще она участвует в хранении энергии. Печень накапливает гликоген, который является углеводным запасом глюкозы, в первую очередь для мозга. Также печень производит гормоны, чтобы управлять частью обмена веществ. Каким же образом возникает жировая болезнь печени? Есть такой деликатес под названием фуа-гра, что с французского буквально переводится как «жирная печень». Это печень откормленного гуся или утки. Люди насильно кормят этих гусей и перегружают их пищеварительный тракт и, соответственно, печень. Это достаточно жестоко. Я не защищаю и не оправдываю такой метод, но в данном случае лишь использую его как пример, чтобы показать вам, что происходит с жирной печенью или печенью, которую перегружают. Как вы думаете, чем они кормят этих гусей? Можно предположить, что жиром, чтобы печень была более жирной. Но нет, на самом деле их кормят кукурузой. Потому что кукуруза и углеводы – это то, что и делает печень жирной, а у людей это в первую очередь фруктоза, сахар и избыток углеводов. И когда печень у людей и гусей превращается из здоровой в жирную или фуа-гра, поскольку она становится перегруженной, она также нагружается токсинами, и большинство этих токсинов жирорастворимы. Так что всегда помните про то, что жирная печень, как правило, токсична. Теперь давайте быстро посмотрим на то, как эти вещества перемещаются по телу. Когда вы едите пищу, дышите воздухом и пьете воду, вы также получаете некоторые токсины, которые попадают в ваш пищеварительный тракт. И пищеварительный тракт поглощает питательные вещества и драгоценные ресурсы, а затем они попадают в кровь и доставляются в клетки. Теперь клетки могут использовать эти ресурсы и осуществлять обмен веществ. Они могут преобразовывать топливо в энергию и трансформировать аминокислоты и жирные кислоты в строительные блоки и ткани.
И после всего этого остаются некоторые метаболические отходы. Точно так же, как после огня остается дым и пепел, огонь внутри вас производит эти самые отходы. Теперь они вместе с токсинами должны каким-то образом покинуть ваше тело, и клетки будут стараться вывести их. Они сбросят отходы в кровоток и лимфатическую систему, и в конце концов они попадут в печень. Печень, в свою очередь, проводит так называемую биотрансформацию. Мы думаем о почках и печени как о своеобразном фильтре, что, в общем-то, является правдой. Но печень делает гораздо больше, чем мы полагаем, потому что эти вещества токсичны, они должны быть изменены и преобразованы, чтобы они не разрушали все ткани на своем пути. И, конечно, когда мы говорим о клетках, получающих ресурсы, мы должны понимать, что печень – это тоже множество клеток, как и остальные части тела, и эти ресурсы, которые доставляются клеткам, также являются ресурсами для печени. Если печень успешно прошла биотрансформацию, мы можем начать устранять эти токсины и отходы через пот, легкие, почки и через кишечник. Таким образом, у кишечника есть две задачи. Он должен реабсорбировать лишнюю жидкость, а затем убрать отходы, но если перистальтика кишечника не работает правильно, то отходы просто остаются там, и кишечник продолжает поглощать жидкости и жидкости из отходов жизнедеятельности. Эти самые отходы становятся все тверже и плотнее, и они остаются там все дольше. И теперь мы начинаем реабсорбировать эти токсины обратно в желудочно-кишечный тракт. Они никогда не покидают тело, это одна из форм аутотоксичности. Поэтому запор – это одна из первых проблем, с которыми нужно справиться. Когда вы покупаете маленькую коробочку с надписью «Очищение печени», на самом деле это не намного больше, чем опорожнение кишечника. И это хорошо, но это всего лишь один аспект этой проблемы. Прежде чем, наконец, перейти к списку продуктов, хочу уточнить, что без базового понимания этих вещей продукты – это просто пустая трата времени. Так что давайте вместе окончательно разберемся в процессах, в которых участвует печень. Процесс, протекающий в печени, называется биотрансформацией, и говоря простым языком, печень пытается превратить что-то жирорастворимое в водорастворимое, потому что жирорастворимое – это токсины, и тело не может избавиться от них, пока не превратит их в водорастворимую субстанцию, и она как бы смешивается с кровью и другими жидкостями в организме. Для этого данный процесс проходит две фазы. В первой фазе есть ферментная система, называемая системой цитохрома P450. Да, название звучит непонятно, но не волнуйтесь, я просто показываю, что есть два этапа, потому что это достаточно важно. После этого этапа есть еще один, а именно промежуточный метаболит. Если этот промежуточный метаболит начнет накапливаться, мы получим много активных форм кислорода, также известных как свободные радикалы. И если они накапливаются, и вы не можете избавиться от них, если вы не можете завершить вторую половину этого процесса, вы будто начнете ржаветь изнутри. Вторая фаза отличается. Еще раз обобщим, мы переходим от жирорастворимому к водорастворимому, а на полпути вещества, соответственно, становятся наполовину водорастворимыми. Но на второй фазе происходит реакция конъюгации, а конъюгация просто означает, что вы что-то добавляете к этому, и теперь они становятся растворимыми в воде. Эти жирорастворимые токсины также известны как неполярные, что означает, что электрический заряд равномерно распределен по всей молекуле. Это отличается от воды тем, что она полярна, и мы должны сделать и их полярными, чтобы они стали водорастворимыми. Так что эта ферментная система использует такие вещи, как окисление и восстановление, чтобы модифицировать эти токсины. И вот тут-то на помощь приходит пища, из которой нам нужно извлечь витамины группы В. Также нам нужен глутатион, к которому я еще вернусь. Нам нужны аминокислоты и такие растительные соединения, как флавоноиды. И еще очень важная вещь под названием холин. Холин является интересным витамином, который с 1998 года классифицируется как незаменимое питательное вещество, и он помогает поддерживать клеточные мембраны в организме. Поэтому, когда речь идет о фосфолипидной клеточной мембране, важно понимать, что холин является ее компонентом. Также он участвует в синтезе ДНК. Производным холина является ацетилхолин,
А это еще один из наших доминирующих нейротрансмиттеров для отправки сообщений в нервную систему. Но самое главное, что касается сегодняшней темы, это то, что он участвует в жировом обмене. При помощи этого соединения мы можем помочь печени сжечь жир, а без него жир в значительной степени будет накапливаться. Вернемся к глутатиону. Это антиоксидант номер 1 в организме. Антиоксиданты очень важны для нашего тела, но это не значит, что вы должны покупать кучу таблеток. Я вообще не сторонник приема антиоксидантов в форме таблеток. Вам нужен именно глутатион, и он содержится в некоторых продуктах, но проблема в том, что вы не можете его усвоить, потому что ваше пищеварение расщепляет его. Поэтому вам нужны компоненты глутатиона, а это 3 аминокислоты. Когда вы получаете достаточное количество этих аминокислот, ваше тело может вырабатывать столько глутатиона, сколько вам нужно. Глицина и глютамина обычно много. Проблема заключается в цистеине, потому что это серосодержащая аминокислота, а у нас в организме ее не так много, и она является уязвимым местом. Другая аминокислота, которая нас интересует, это метионин. Это также серосодержащая аминокислота, и хотя она не входит в состав глутатиона, метионин может превращаться в цистеин, поэтому он также косвенно способствует выработке глутатиона. Очень часто можно слышать о том, как люди говорят, что продукты, богатые серой, полезны для здоровья, и они уменьшают воспаление и лечат людей. И все потому, что эти 2 аминокислоты содержат серу и являются компонентами глутатиона. Один из процессов, которые организм использует в этой конъюгации, это сульфатирование. Сульфаты являются основой для получения серосодержащих аминокислот. Также могут добавляться некоторые метильные группы, то есть так называемое метилирование. И есть такая пищевая добавка под названием 3-метилглицин. Если вы примете ее, вы получите 3 метильные группы и еще немного глицина. Следующее питательное вещество – это масло зародышей пшеницы. Оно является одним из самых богатых источников натурального витамина Е, который также поддерживает фазу 2. Расторопша – это тоже очень популярное питательное вещество для поддержки печени. Когда люди говорят о детоксикации печени, очень часто они имеют в виду то, что пьют сок сельдерея или ростки пшеницы, или же, возможно, принимают какие-либо травы. И это все может быть полезным, но картина намного шире, и это не быстрое решение. Даже если печень регенерирует каждые 6 недель, мы не заменяем и не избавляемся от всех токсинов одновременно. Это циклы регенерации, так что это займет много лет, и мы должны быть последовательны в выполнении ряда разных вещей. Прежде всего, вам стоит перестать отягощать свою печень, перестать употреблять то, что приводит к этой проблеме, а именно употребление алкоголя и фруктозы. Еще нужно стараться потреблять как можно меньше пестицидов, глифосата, гербицидов и химикатов, которые распыляются на вашу еду. Когда вы все это сделали, вы должны дать вашему телу шанс для борьбы, шанс для передышки. Точно так же, как вы можете насильно кормить гуся, давая ему пучок кукурузы, после чего он получит жирную печень, мы должны прекратить принудительное потребление углеводов. Так что низкоуглеводная диета и интервальное голодание будет служить своеобразным окном, которое позволит печени начать сжигать часть жира внутри, а не просто заталкивать туда еще больше веществ. А затем, когда вы проделали все это, вы можете перейти к более конкретным вещам. И это поддержка фазы 1 витаминами группы В, глутатионом, холином и так далее. А дальше вы начинаете поддерживать фазу 2 серой и метильной группой для конъюгации и такими вещами, как расторопша и масло зародышей пшеницы. Помимо этого есть сотни разных полезных вещей, и идея этого видео не в том, чтобы рассказать вам про каждую из них, а в том, чтобы помочь вам увидеть принципы работы вашей печени, и тогда вы можете найти все подходящие вам продукты и витамины с содержанием серы, холина и так далее. Поэтому первая категория продуктов – это говядина, рыба, птица и яйца. И это то, о чем люди обычно думают как о тяжелых продуктах, которые полны жира или застойных веществ. Но нет, они полны веществ, которые необходимы вашему телу для поддержки процессов фазы 1 и фазы 2. Они полны серы, холина, витамина Е и витамина В. И я не утверждаю, что это полный список важных питательных веществ, это просто примеры некоторых продуктов.
Далее идут орехи, семечки, арахис и бобовые. Опять же, они содержат большое количество вспомогательных питательных веществ. Затем мясные субпродукты и икра, которые в основном представляют собой рыбьи яйца. И я помещаю их немного ниже в список не потому, что они не так хороши и полезны, они, вероятно, будут даже лучше, чем многое другое, но они не так легкодоступны. Люди, как правило, не могут позволить себе съесть столько же мозгов, почек, печени и рыбьей икры, сколько бы они съели другой пищи, но эти вещи также являются отличными источниками. Затем переходим к продуктам с высоким содержанием серы – чесноку, луку-порею и зеленому луку. Они содержат много серы, поэтому вы можете съесть их в достаточном количестве. У них совсем мало других полезных веществ, но, как мы уже говорили, люди, которые едят продукты, богатые серой, обычно могут обратить вспять многие болезни, что является достаточно важным аспектом. Следующая важная группа растений – крестоцветные. Это брокколи, цветная капуста и листовая зелень. Они содержат большое количество серы и холина. Они не такие насыщенные, как продукты животного происхождения, но вы можете съесть их в достаточном количестве, и вы не будете перегружать себя углеводами. Плюс в них также много клетчатки, которая помогает в правильной работе кишечника. У них еще есть множество растительных факторов, которые не вписываются в эти категории, но очень полезны для печени с точки зрения очищения. Так что в целом растения очищают, а продукты животного происхождения помогают в восстановлении. Затем идут некоторые продукты, которые входят в каждый список для детоксикации печени, потому что у них есть другие свойства, и они не содержат ничего из того, о чем мы говорили, потому что не поддерживают фазу 1 и фазу 2. Но у них есть другие химические вещества и другие вещи, которые нам очень нужны. Это кофе, чай и в основном любое растение с низким содержанием углеводов. Любое некрахмалистое растение может помочь вам в детоксикации и помочь очистить печень. Давайте взглянем на некоторые добавки. Первый в списке – это N-ацетилцистеин. Это богатая серой аминокислота, которая снабжает организм строительными материалами глутатиона. И эта аминокислота настолько мощная, что является первой линией защиты в отделении неотложной помощи, когда кто-то поступает с острой печеночной недостаточностью. Это отличная вещь, если вы хотите убедиться, что получаете достаточно этого вещества. Следующий – холин. Вы также можете получить его из добавок. Продукты животного происхождения насыщены холином, но если вы хотите немного больше или вы по какой-то причине не употребляете эти продукты, то это неплохая идея для вас. Масло зародышей пшеницы является отличным источником природного витамина Е. Это настоящая вещь, которая работает на совершенно другом уровне, чем многие добавки. И для получения витаминов группы В используются пищевые дрожжи. Опять же, это не синтетические витамины группы В, не отдельные питательные вещества, а весь пищевой комплекс, который действительно нужен нашему организму. Я не пытаюсь давать исчерпывающие советы, не пытаюсь охватить каждую комбинацию. Я лишь хочу, чтобы вы думали о том, что на самом деле происходит и что нужно нашей печени, а не только про традиционные очищающие растения. Важно помнить, что если печень успешно справляется с процессом конъюгации и биотрансформации этих веществ, она будет сбрасывать их в двух местах – либо в желчном пузыре, либо в крови. И через желчный пузырь они попадут в кишечник, а из крови они попадут в почки. Затем кишечник сможет вывести их в виде фекалий, а почки же отфильтруют его в виде мочи. Но как вы думаете, что будет, если вы купитесь на идею низкожировой диеты, которая, по вашему мнению, вам отлично подходит, и зеленые листовые овощи – это все, что вам нужно? Никто не спорит, что они хороши, но что если вы думаете, что главное – это снижение содержания жира? Тогда это приведет к тому, что низкий уровень жира не будет стимулировать желчный пузырь, потому что желчь нужна, чтобы расщепить этот самый жир. Поэтому, если вы придерживаетесь диеты с высоким содержанием жиров, желчный пузырь будет опорожнять свое содержимое в кишечник, а диета с низким содержанием жиров не будет нормально поддерживать этот процесс. А еще диета с низким содержанием жиров, вероятно, будет иметь намного больше углеводов, которые повышают уровень сахара в крови и инсулин, который может вызвать заболевания микрососудов и разрушать почки.
Печень – это уникальный орган, отвечающий за множество обменных процессов и защитных реакций. Ее клетки способны к регенерации и восстановлению, однако хроническое патологическое воздействие приводит к болезням со всеми вытекающими последствиями. Весь смысл этого видео заключается в том, чтобы всегда помнить об общей картине. И это не так просто, как стать веганом или плотоядным. Просто смотрите на общую картину и понимайте, что делает каждый отдельный компонент. И самое главное, никогда не впадайте в крайности. Надеюсь, это видео было вам полезным и вы узнали что-то новое для себя. Всем огромное спасибо за просмотр!